В начале 20 века основным инструментом лесорубов были топоры, ручные пилы и лошадь. Но всего за каких-то 50 лет их место заняли харвестеры, форвардеры, скидеры и другие, на первый взгляд, непонятные механизмы. Мир лесохозяйственных машин широк и разнообразен. Кто-то пилит, кто-то возит, кто-то измельчает. Какие они бывают и для чего нужны, об этом сегодня и поговорим. Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Пермяков, это 99-й выпуск серии Про и тема сегодняшнего видео – машины для лесозаготовки и лесовосстановления. Устраивайтесь поудобнее, начинаем! Харвестер – это универсальный солдат. Он валит деревья, обрезает сучки, разделывает ствол на куски, а иногда и сам все это перевозит. Канадский лесозаготовительный комбайн Керинг как раз из таких. Масса гиганта более 40 тонн, мощность двигателя 210 лошадиных сил, 10 метров в длину, 6,5 в высоту, 42 гидроцилиндра и 13 гидронасосов. Суммарная протяженность всех гидравлических рукавов более километра, а максимальная грузоподъемность платформы 14 тонн. Стоила такая установка $125 тысяч. В начале 70-х сумма сравнимая с ценой небольшого завода. Отзывы по машине разные. На ровных участках с однородным лесным массивом комбайн отрабатывал вложенные деньги на все 100. Но для работы с неоднородным лесом использовать его было неудобно, а на участках со сложным рельефом невозможно. Первый прототип построен в 1969 году. Серийное производство стартовало в 1973. Общий тираж составил 175 машин. Работали они в восточной и центральной части Канады до конца 80-х. В настоящий момент один из сохранившихся экземпляров находится в лесном музее провинции Нью-Брансуик. Volvo BM HMX 650 – это шведский восьмиколесный форвардер середины 70-х. Разработан небольшой фирмой Хемек из города Хеде, после чего поставлен тракторным отделением Volvo на поток. Масса машины около 10 тонн, грузоподъемность 10-12. Двигатель 4-литровый на 80 лошадиных сил, трансмиссия 8-ступенчатая с двумя передачами заднего хода. Чистый лесной грузовик. Собирает ассортимент по делянке и вывозит его на дорогу или площадку. На заводских испытаниях за 12 рейсов вывез более 70 кубов. На старте продаж в пересчете на доллар того времени стоимость машины составляла более 73 тысяч. Продавалась в основном в Швеции и Финляндии, где на мягких грунтах чувствовала себя хорошо. Однако были и недостатки. Малый клиренс, жесткое управление и неудобное расположение рычагов. Общее количество построенных машин около 300. В дальнейшем на смену 650 модели пришел трехосный Volvo BM 9111. Изначально трехосный Bell Super T проектировался для работы с сахарным тростником, но в конце 80-х данная концепция была доведена до валочно-пакетирующей машины. Сначала колесный, а затем и гусеничный, для болотистой и пересеченной местности. Грузоподъемность стрелы 2,2 тонны. Мощность двигателя 68 лошадиных сил. 2 передачи вперед, 2 назад, гидростатическая трансмиссия и пильная головка с диаметром реза до 95 см. На густом подлеске темп работ был невысок, но в подходящих условиях Bell Super T валил лес целыми пачками. Главный фокус машины заключался в ее стоимости. Простая конструкция, высокая ремонтопригодность и минимум электроники. В Южных Штатах Америки эти африканские дровосеки обрели большую популярность. Согласно источникам, к 1993 году туда было отправлено более 2000 единиц. Скидер – это трелевочный трактор. Он таскает деревья волоком поодиночке или пачкой, методом частичной погрузки на платформу или с помощью клещевого захвата. Одной из популярных машин середины 70-х стал чехословацкий ЛКТ-80. Масса машины 6,5 тонн. Двигатель дизель 4,5 литра мощностью 80 лошадиных сил. Коробка передач Прага 5-ступенчатая. Максимальная скорость 25 км в час. Трактор снабдили однобарабанной лебедкой, передним отвалом и трелевочным щитом.
Согласно источникам, производительность составляла от 60 до 100 кубометров за день. Все зависело от длины плеча. Модель получилась простой, живучей и надежной и поставлялась в Польшу, ГДР, Западную Европу и СССР. Серийное производство продолжалось до 1982 года. За это время изготовили около 6000 машин. Отдельные экземпляры остаются в активной эксплуатации до сих пор. Литторнул 5594-2S – это тяжелый лесной штабелер образца 1985 года. Создан американской компанией Литторнул для крупных лесопилок, портов и целлюлозных фабрик. Основная задача машины заключалась в быстрой разгрузке лесовозов и железнодорожных вагонов и укладывании леса в штабеля. Масса погрузчика 80 тонн, грузоподъемность 50. Высота подъема орудия 6 метров, максимальная скорость движения 16 км в час. Машина оснащалась дизель-генератором мощностью 400 лошадиных сил, электроприводом ведущих колес, механизмов подъема захвата, наклона стрелы и сброса пачки. В общем, гибрид на максималках. Продавался Литторнул в США и Канаде. Точный тираж неизвестен, но один из экземпляров дожил до 2024 года и ушел с аукциона с общей наработкой в 28 тысяч моточасов. Легендарный грузовой автомобиль Pacific P16 был представлен в 1964 году. Разработала его компания Pacific Truck and Trailer из Ванкувера, Канада. Предназначен для перевозки пачек леса по закрытым горным дорогам. Мощность стандартного двигателя 475 лошадиных сил. Коробка передач шестиступенчатая, автомат. Собственная масса тягача 25-27 тонн. Паспортная грузоподъемность машины 75-90, но нередко грузили и по 100, и 120, и больше. Рекорд, насколько я знаю, 157 тонн. Данный грузовик собирался под заказ и работал в США, Канаде, Новой Зеландии, Малайзии и в других лесных регионах. Считался практически неубиваемым, но очень дорогим в обслуживании. Точное количество изготовленных машин неизвестно, но последняя сошла с конвейера в 1989 году. Бывают ситуации, когда вывоз леса традиционными способами невозможен. Тогда на помощь приходят мобильные канатные системы. Принцип их работы прост. Устанавливается машина с мачтой, между мачтой и деревом на склоне натягивается трос, по тросу перетягивается каретка, на которую навешивают перевозимый груз. В нашем случае дерево. Итальянская система Valentini V400 рассчитана на дистанцию трелевки до 450 метров. Грузоподъемность порядка 2,5 тонн. Скорость движения каретки до 4 метров в секунду. Привод тягового механизма осуществляется от вала отбора мощности или собственного дизеля. Первая такая установка построена в 1984 году. Общий тираж V400 составил 335 единиц. Из них, по данным источников, 330 до сих пор находятся в строю. И большая часть из них трудится непрерывно. Рано или поздно наступает момент, когда после работной делянки нужно прибраться. Убрать все ветки, вывести мусор и подготовить почву для посадки новых деревьев. Первое препятствие на нашем пути – пни. Финская компания Tervolan занимается навесным оборудованием с начала 70-х. И для извлечения пней в 1986 году они наладили производство гидравлической клещевой насадки KH-160. Масса орудия около 2 тонн, развиваемое усилие свыше 50, максимальный размах челюстей 135 см. Устанавливается вместо ковша на экскаваторы массой от 18 до 25 тонн. Работает насадка в 3 приема. Захватывает пень, при необходимости раскалывает его пополам и вырывает из земли вместе с корневой системой. Затем оператор встряхивает захват, чтобы избавиться от лишнего грунта, и отправляет пень в контейнер или складывает в кучу. По данным источников, KH-160 стал одним из самых распространенных инструментов лесной промышленности Финляндии и Швеции, где щепа от пней идет на тепло- и электростанции, как замена ископаемому топливу. Мульчер – это оборудование для измельчения древесины, пней и кустарника прямо на корню.
Тяжелый TFR-250 от испанской компании Cancela настолько популярный, что даже стал одним из героев серии компьютерных игр «Симулятор фермера». Сама фирма основана в 1971 году, как небольшая кузнечно-ремонтная мастерская для местных крестьян и скотоводов. Но спустя 10 лет дело дошло до торговли техникой различных брендов, а в 1988 изготовлен и первый собственный мульчер. TFR-250 – это навесное орудие с ротором, предназначенное для навешивания на трактор или тяжелый экскаватор. Рабочая ширина захвата 2,5 метра. Сменные валы, неподвижные молотки, усиленный корпус и шторка с гидроприводом для защиты оператора и окружающих от разлетающихся щепок. По паспорту машина способна перерабатывать древесину диаметром до 700 мм. В настоящий момент линейка TFR вышла далеко за пределы Европы и экспортируется более чем в 50 стран. Caterpillar D9G – это гусеничный бульдозер, который нашел применение не только в горнодобывающей промышленности, но и в лесном и сельском хозяйстве. Под капотом у него шестицилиндровый турбированный дизель мощностью 385 лошадиных сил. В трансмиссии трехступенчатая планетарная коробка передач. Масса машины без навесного 29,5 тонн, с отвалом-рыхлителем и кабиной почти 50. Производство трактора началось в 1961 году, завершилось в 1974, когда его сменил более мощный Caterpillar D9H. За это время было построено порядка 15 тысяч машин, что сделало данный бульдозер одним из самых массовых тяжелых бульдозеров 20 века. В лесном хозяйстве трактор использовали для сдвигания порубочных остатков и кустарников валы, а задний рыхлитель для разрушения корневых систем перед укладкой в штабель. Следующий представитель лесовосстановительных машин – шведский почвообрабатывающий агрегат Брёке B390. Он переворачивает дернину или гумусовый пласт и прикрывает его грунтом, подготавливая место для высадки саженца. По данным исследований, это может увеличить объемный прирост будущего древостоя на 20 или даже на 100%, в зависимости от условий участка. Масса орудия более 4 тонн, ширина захвата 2,7 метра. Полевые испытания прошли в середине 90-х, хотя сам агрегат построен в 89-м. Институт лесных исследований подтвердил эффективность машины и работы продолжились. В настоящий момент компания производит трехрядную машину Брёке М36Б и четырехрядную Брёке М46Б. Первая весит более 5 тонн, имеет 3 ряда и ширину захвата 6,2 метра. Вторая, четырехрядная, имеет массу 7 тонн, а ширина захвата составляет 8,5 метров. Проект Plant Max стартовал в 2018 году как совместная инициатива нескольких шведских инженерных и лесных компаний. Испытания прошли в конце 2019 года, а серийное производство стартовало в 2022. Технически Plant Max – это отдельный модуль, предназначенный для установки на шасси стандартного форвардера, и который оснащен кабиной для оператора, бункером для саженцев, 2 дисками с карификаторами на лапах и 2 посадочными манипуляторами. Глубина посадки настраивается сменой наконечников, а уплотнение лунки 2 типами лопаток. Производительность машины 2800 саженцев в час или 40-50 саженцев в минуту. Высаживать можно ель и 6 различных сортов сосны. К середине 20-х Plant Max добрался до Бразилии и Новой Зеландии. Современные версии оснащаются системой компьютерного зрения и искусственным интеллектом. Полвека назад лесоруб выходил с деревом 1 на 1. Сегодня в лесной промышленности вручную почти никто не рубит. Скандинавская школа раскрыжовывает дерево на ассортименты прямо на месте, североамериканская валит и тащит дерево к пункту обработки целиком. Если раньше механизация двигалась в основном в направлении ускоренной валки леса, то главный тренд сегодняшнего времени, по крайней мере на Западе, это его восстановление. Разрабатываются новые машины, новые приемы, проводятся исследования и осваиваются пустыни. Пилу сменил харвестер строгий, топор гидравлики оскал. И лес, что был тут вдоль дороги,
за ночь тихонечко пропал. Вот трактор, чавкая по лесу, везет добычу к штабелям. А там, где был вчера подлесок, к утру остался только хлам. Заказчик пишет: все по плану, лес восстановим, не вопрос. А в смете цифры, как в романе: 15 саженцев берез. Инспектор смотрит из машины на пни, которым счета нет, и составляет на бумаге сухой отчет. Ущерба нет. Если видео понравилось, прошу поддержать комментарием и лайками. Простые действия, которые помогут этому каналу расти. А на этом на сегодня все. Всем счастья, радости, любви и до новых встреч. Пока.